Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. И сегодня я буду готовить вместе с вами классический сервелат. Вариаций на тему сервелата великое множество. Сегодня я приготовлю классический свиной сервелат варено-копченый. Вот такую прекрасную колбаску можно приготовить дома своими руками. Просмотрите это видео до конца и узнайте, как вы в домашних условиях на своей кухне своими руками можете получить вот такую прекрасную, вкусную, ароматную колбаску. Друзья, если вы смотрите это видео без подписки, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь этим рецептом в социальных сетях. Итак, давайте приступим к составлению фарша. Для классического свиного сервелата я взял 3 килограмма свинины. 1,5 килограмма это лопатка нежирная. И 1,5 килограмма я взял свиную грудинку. Это мясо у меня прошло предварительный посол. В предварительном посоле в вакууме это мясо находилось 72 часа в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Для посола я взял 20 грамм соли на 1 килограмм мяса. Из расчета половина это 10 грамм нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6% и 10 грамм обычная поваренная соль. Кроме этого я добавил посолочную смесь сахар из расчета 2 грамма на 1 килограмм мяса. Разделив мясо условно на 2 части, я запаковал его в zip-пакеты и отправил в морозильную камеру для того, чтобы подморозить перед переработкой на мясорубке. Я всегда подмораживаю мясо, прежде чем пропускать его через мясорубку. Это позволяет мне сохранить температуру фарша на низком уровне. Решетка мясорубки с отверстиями диаметром 5 мм. Мясо хорошо подморожено, оно будет хорошо резаться, не будет давиться, и я получу качественную структуру фарша. Фарш я перекрутил, он готов, и сейчас я буду вносить специи. Значит, специи я вношу из расчета на 1 килограмм фарша. Перец черный молотый 1 грамм, перец белый 1 грамм, перец душистый черный дробленый 1 грамм, имбирь полграмма на килограмм, мускатный орех молотый 1 грамм на килограмм. И кроме этого я добавляю в фарш 2,5 грамма пищевого фосфата для удержания влаги и 0,5 грамма на 1 килограмм аскорбата натрия, который является антиокислителем жира. И после этого я тщательно все перемешиваю до однородного состояния. Фарш можно вымесить руками до готового состояния, то есть до появления белых волокон. Выбить белок, который будет связывать фарш во время тепловой обработки. Но в бытовых условиях я использую миксер. Переложив фарш в чашу миксера, это обычный планетарный миксер. И согласно рецептуре для классического свиного сервелата я добавляю в фарш 10% воды. То есть на 3 килограмма фарша я добавил 300 мл ледяной воды для того, чтобы сохранить температуру фарша при вымешивании на максимально низкой температуре, которая по стандартам не должна превышать 8 градусов. Вот так, используя малую кухонную механизацию, обычный тестомес, за 5-7 минут можно вымесить фарш до полностью готового состояния. Вот посмотрите, какой получился фарш в результате вымешивания в планетарном миксере. Для того, чтобы добиться такой консистенции и вязкости фарша, руками необходимо будет вымешивать фарш 20-30 минут, это точно.
четко видны белковые нити. Фарш липкий, однородный, хорошо тянется. На этом этапе важно проконтролировать температуру. Это критически важно, это принципиально важно. Не допускать перегрева фарша в процессе перебалывания мяса на мясорубке, вымешивания руками и тестомесом. То есть, если температура превышает 8 градусов, фарш необходимо подморозить и продолжить уже с ним работать тогда, когда температура будет в пределах 2-4 градуса. Соблюдение температурных режимов на всех этапах составления фарша, его тепловой обработки – это залог качества продукции, ее безопасности, сроков хранения и гарантия предотвращения бульонно-жирового отека в процессе тепловой обработки. При нарушении температурных режимов после тепловой обработки можно получить такую отварную котлетку из мяса, которая будет плавать в бульончике внутри оболочки. У меня температура чуть ниже 4 градусов, и теперь можно приступить к набивке фарша в оболочку. Для набивки колбас я буду использовать коллагеновую оболочку диаметром 50 мм. У меня колбасный шприц 5-литровый вертикальный. Вы можете использовать мясорубку с специальной насадкой для набивки колбас. Оболочка у меня нарезана длиной 40 сантиметров. Для того, чтобы с учетом обвязки батоны у меня были примерно 30 сантиметров длиной. Вот таким образом я формирую колбаски и буду их обвязывать для уплотнения. Натуральная коллагеновая оболочка, которую я использую, предварительно замочил на 15 минут. Она крепкая, и фарш можно набивать достаточно плотно. Вот таким образом я набил батоны с нашим будущим сервелатом. Вес одного батончика где-то 450 до 500 грамм. Теперь я их подвешиваю для уплотнения примерно на 1 час при комнатной температуре и буду увязывать для уплотнения перед тепловой обработкой. Прежде чем обвязать для уплотнения колбасу, я беру зубочистку и делаю проколы там, где остались какие-то небольшие пузырьки воздуха. После этой процедуры уже можно жестко обвязать батоны для максимального уплотнения. Для того, чтобы колбаса имела плотную структуру, такую жесткую консистенцию, хорошо резалась, необходимо провести обвязку для уплотнения. Вот таким образом, подкручивая колбасным шнуром со стороны хвостика, можно уплотнить буквально там до 1 сантиметра с каждой стороны. Дорогие друзья, если вы все еще смотрите это видео без подписки, огромная просьба, подпишитесь на мой канал, нажмите на кнопочку лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Это для вас очень просто, а для меня это будет ваша неоценимая помощь в развитии моего канала. Вот таким простым нехитрым способом
необходимо обвязать батончики колбасы, уплотнить максимально фарш в оболочке. Вот теперь наш классический сервелат готов к первому этапу тепловой обработки. Это этап обсушки. Обсушку я буду проводить в духовке при температуре 60 градусов при включенной конвекции и открытой дверке на протяжении 30 минут. Духовка у меня самая примитивная, газовая. Температуру я контролирую щупом выносного термометра. За 30 минут колбаса набирает цвет, поверхность обсыхает, и температура внутри колбасы достигает примерно 35-40 градусов. Следующий этап – это этап горячего копчения. Буду я его проводить в обычной кастрюле старым детовским способом. На дно кастрюли я поместил фольгу и древесную щепу, у меня ольха самой мелкой фракции. Я укладываю по 2 батончика и копчу на горячем дыму примерно 5-7 минут. И после этого я буду проводить тепловую обработку сервелата в су-вид. Поэтому я принял решение провести копчение перед тепловой обработкой. Коллагеновая натуральная оболочка, она дымопроницаемая, и за 5-7 минут колбаса пропитывается легким ароматом копчения. После обсушки и первого копчения колбаса приобретает такой уже аппетитный цвет, проявляется рисунок. И сейчас я упакую ее в вакуум и отправлю в су-вид на тепловую обработку. Батоны сервелата я упаковываю в вакуумные пакеты и вакуумирую. Вот в такой вакуумной герметической упаковке теперь сервелат будет подвергнут тепловой обработке в су-вид. Су-вид – это технология тепловой обработки продуктов при точно установленной температуре за определенное время. Температура готовности свинины 68-70 градусов. Поэтому я установил на ротационном кипятильнике температуру 69 градусов и время тепловой обработки 2 часа. Помещаю батоны в вакуумной упаковке в воду, и ровно через 2 часа температура внутри батона с фаршем достигнет температуры 68 градусов. Чтобы батоны не всплывали в процессе тепловой обработки, я устанавливаю небольшой груз. Если у вас нет такого устройства, как ротационный кипятильник для обработки в су-вид, вы можете довести сервелат до полной готовности в обычной духовке, разогрев ее до температуры 80 градусов и доведя температуру внутри батона до 69-70 градусов. Для этого вам потребуется только бытовой термометр с иглой или щупом для измерения температуры внутри продукта. После окончания тепловой обработки колбасу необходимо будет поместить в ледяную воду, остановить процесс нагревания и поставить в холодильник на 24 часа для стабилизации при температуре 4-6 градусов. Итак, прошли ровно сутки, и теперь можно посмотреть на результат. После тушевания в ледяной воде я распаковал упаковки с батонами колбасы и запаковал каждый батон в отдельную упаковку. Дело в том, что я планирую продолжить приготовление сервелата классического до состояния полусухого. И вот сейчас у меня в руках
Готовая продукция, сервелат классический, свиной, варено-копченый. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате. Отличный результат. Смотрите, какой плотный, ровный рисунок, упругая консистенция, видны специи и текстура, и запах классического сервелата. Я думаю, что с таким результатом вы будете довольны. Но теперь, конечно, необходимо попробовать на вкус. Эластичная колбаска, коллаген, оболочка легко снимается. Очень хорошо раскрыты специи. Такой сервелат будет достойным украшением вашего стола. Друзья, если вы все еще не подписались на мой канал, не поставили лайк, сейчас это сделать самое время. Потому что дальше я хочу показать вам, как из обычного классического варено-копченого сервелата приготовить настоящий деликатес – сервелат полусухой. Ну а сейчас по скрипту. Сервелат варено-копченый полусухой. После того, как я закончил приготовление варено-копченого сервелата, я оставил 2 батончика и провел санитарное копчение. Сервелат коптился на холодном дыму при температуре 26-28 градусов 4 часа. И после этого я вывесил его вялиться в проветриваемое помещение при температуре 16-18 градусов и влажность там где-то 75%. Он вялился у меня ровно 7 суток и потерял в весе примерно 30%. Сейчас я сделаю разрез этой колбаски и мы ее посмотрим. После сушки я упаковал сервелат в вакуумную упаковку, и она провела у меня в холодильнике еще неделю, 7 дней в вакууме при температуре 4-6 градусов. Вот в таком виде я получил готовый классический сервелат варено-копченый полусухой. После потери 30% веса колбаса стала плотная, упругая. И сейчас я посмотрю, что получилось в результате. Конечно, полусухой сервелат, он значительно отличается от того готового классического сервелата, который я получил после того, как просто провел тепловую обработку. Полусухой сервелат классический имеет не только другую консистенцию, более плотную, но и более четкий и яркий рисунок. Для приготовления полусухого классического сервелата потребовалось дополнительно 2 недели, но это того стоит. И за счет потери веса, за счет дополнительного копчения, более яркий вкус специй. Колбаска имеет ярко выраженный вкус, оболочка хорошо отделяется. Вот такой достойный продукт вы можете изготовить своими руками дома на своей кухне. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментариях, рад буду общению. Оставайтесь на канале Food Court, будет очень много вкусного и интересного.